А почему вы летом не готовились? А почему вы летом людям правду не сказали? А почему вы мужчинам не открыли, чтобы мужчины могли уехать, тем самым снизить энергопотребление внутри страны сейчас? И если бы вы по-доброму их выпустили, после этого всего многие бы вернулись. А пока зарабатывали бы бабки и сюда бы донатили, и поддерживали бы и армию, и все остальное. Друзья, в одном Киеве 60 тысяч или более 60 тысяч. Вы вдумайтесь, что творится во время войны. Ты едешь к Байдену, ты обращаешься ко всему американскому правительству, ты блокируешь ему НДС. Может, президент вообще не знает, что такое НДС и что такое налоговая накладная? Может, он этого не знает? Здравствуйте, друзья! Сегодня видео будет посвящено экономике нынешней, всему, что происходит в стране и в ней. И в контексте этого мы разберем персонажей, которые этому очень сильно мешают. Это видео я сразу же хочу начать с главного, с поста Влада Школьника. Это очень серьезный бизнесмен киевский. Он входит в список топ-100 Forbes Украина. Именно он создатель и собственник супер вездеходов Sherp, которые вы, наверное, многие видели и знаете. Но сейчас речь пойдет о другом. Давайте я просто-напросто зачитаю его пост. Когда 10 лет назад мы впервые занялись производством, да еще и высокотехнологичного продукта, когда мы поставили амбициозные планы продавать его в США и по всему миру, никто не верил. Когда мы сказали, что будем номер один вездеходом в США, все смеялись. Очень многому пришлось научиться и очень через многое пройти. И именно потому, что первый наш опыт удался на 5 с плюсом, я, соответственно, заявляю, мы можем организовать в Украине производство беспилотников уровнем ничуть не хуже, чем импортные аналоги. Более того, мы можем их произвести быстро и практически в любом количестве. От государства нам нужно всего 3 вещи. Техническое задание, государственный заказ и чтобы не мешали. Инвестиции и все остальное найдем сами. Пожалуйста, репост, а вдруг среди властимущих найдется хоть кто-то, кому это нужно, и мы сделаем огромный шаг вперед в защите Родины. Казалось бы, идет война, человек, украинский бизнесмен, полностью поддержал страну. Я уверен, он это не афиширует, я уверен, сделал огромные донаты. Он предлагает сам, как любой предприниматель, на свой страх, на свой риск, и тем более в такое время, наладить производство дронов. И сразу амбициозно заявляет, что это будет ничуть не хуже западных аналогов. А понимая, что такое Sherp и кто такой Влад Школьник, я могу ответственно заявить, что это будет лучше, чем западные аналоги многие. И сразу, на что он нарывается, я почитал комментарии, я ему там написал, я не знаю, где вы берете вообще силы и сдержанность так спокойно на это все реагировать. Сразу же налетела всякая срань и всякая мразь. И начал его учить, что ты не так обращаешься к государству, а сделай один экземпляр, ты покажи, ты сделай презентацию, ты уговори, ты вообще пойди на поклон, ты арахамию оближи, а потом, наверное, еще дай арахамии откат процентов 20, а потом еще там подъедут люди. Вы понимаете, как все происходит? И тут мы подходим к следующему. Вчера все так восхитились, а я здесь, в Америке, в прямом эфире смотрел за выступлением Зеленского. Мне это напомнило, знаете, какое-то собрание в стиле ЦК КПСС. Сказал, каждые 5 слов вскакивали, аплодировали. Знаете, эти престарелые здесь люди в Америке, которые там находятся, да, у власти. Каждый хотел попасть в фотографии мировых СМИ, каждый хотел пожать руку для того, чтобы к этому примазаться, к этому тренду. А на самом деле за этим ничего не стоит. Вы можете ругать меня, отписываться, обвинять во всяких глупых вещах. Но я напомню тем, кто забыл, Ющенко выступал. Выступал. Порошенко выступал? Выступал. Где эти люди сейчас в истории Украины? Кем мы их сейчас запомнили? Просто негодяями, хапугами. Это в лучшем случае, да? Не будем сейчас употреблять матерных слов. Зеленский, ты едешь туда просить помощь, уговаривать, укатывать. Не слишком охотно Байден на это все идет. Вот в Украине, это же Влад Школьник, просто тот, кто не побоялся, и тот, кто чувствует в себе силы публично, да, написать такие вещи, вообще обратиться. Но я же не только его знаю, а кроме него других людей, которые, может быть, не в таком масштабе, но тоже готовы создавать дроны.
Ведь ясно, что это война дронов. И с теми специалистами, с которыми я разговаривал, мне называли разные цифры от 8 до 15 тысяч дронов. Что если их Украина быстро сможет произвести, то мы можем просто нереальные вещи на фронте благодаря этому сделать. И я вам рассказывал, я уже сейчас даже не помню, на стриме или в отдельном видео, вот на прошлой неделе, что в России массово развернули сейчас производство дронов, всех нагнули, весь частный сектор, всех. Делайте дроны. Они там в ночь, они по всей стране развернули, страна огромная территория, и клепают дроны, которые потом будут нас, украинцев, убивать и разрушать нашу инфраструктуру, наши дома. И тут мы подходим к главному. За экономику у нас отвечает Данил Гетманцев. Я придумал это, я уже скоро патентовать это буду. Я его первый назвал экономический диверсант. И кто мой давний подписчик, поищите. Одни буквально из первых видео на моем канале. Я его, находясь в Киеве, раскрыл и чехвостил. Ну и благодаря этому в том числе оказался, наверное, в политической эмиграции. Понимаете? Сейчас уже все начинают открывать глаза, уже мне там присылают его и на телевидении, уже 1+1 его вроде бы как мочит, уже за него взялись, ну потому что уже кто-то хочет быть в тренде, кто-то хочет продвинуть своего человека, да и заменить фамилию на фамилию сейчас не в этом вопрос, все равно дегенерата такого же поставят, это понятно. Но этот человек с особым цинизмом занимается издевательством, и я продолжаю утверждать, что это русский диверсант. Он работает на разрушение Украины, он создает проблемы бизнесу, он создает проблемы стране. Мне вот сегодня цифру сказали. В Киевском суде 60 тысяч исков по делу о блокировке НДС накладных. Друзья, в одном Киеве 60 тысяч или более 60 тысяч. Вы вдумайтесь, что творится во время войны. Ты едешь к Байдену, ты обращаешься ко всему американскому правительству, помогите нам. У нас куча талантливых предпринимателей, у нас тоже вообще-то огромная страна. И ты, вместо того, чтобы сейчас поддержать и сказать, кто будет сейчас во время войны, такое в мирное время надо было делать, но он же ни в чем не разбирается, понимаете, в чем главная проблема? Такое надо было делать в мирное время, но сейчас должен сказать, кто будет мешать бизнесу. Какие, блядь, блокировки НДС накладных во время войны? Вы сдурели там полностью и окончательно? И тут мы заходим, когда в телеграм-канал Гетманцева, зайдите, кому не лень, посмотрите. У него что ни пост, во-первых, заметьте, друзья, у меня везде открытый комментарий. У него закрыты комментарии, у него убраны все негативные реакции, то есть только хвалите меня, какой я красавец, там половину ботов нагнал вонючих. У него все хорошо. Он рассказывает, через полгода Украина будет непонятно какой страной, обгонит Швейцарию, понимаете? У него одни успехи, а на самом-то деле он эти сказки рассказывает с первого дня, как его привел и презентовал Зеленский, как человека, который будет отвечать при Зеленском за экономику. Он ее просто уничтожил. Он ее уничтожил. Но при этом всем он ни дня не работал в рынке, он всю жизнь в схемах, он всю жизнь в решалове, он никогда ничего не созидал, не производил. И он, находясь вместе с Зеленским у руля, заработал, ну, если это можно так назвать, у меня даже язык все время не поворачивается так говорить, я все время должен делать ремарку. Он поднял огромные бабки на этом. Понимаете, что делается? И еще там один пидорюга такой есть, Марченко, министр финансов. Тоже, блядь, как ни посмотришь, одни успехи, а на самом деле, если вы просто вобьете фамилию или на их соцсети посмотрите, какими успехами они хвастались и в мирное время, во время войны. Они отчитываются, получили столько-то миллионов помощи, получили такой-то кредит, получили такую-то помощь от Запада, новый пакет от Запада помощи. Вы вдумайтесь только, люди заняты и выставляют за успехи то, что нам весь мир сбрасывается, чтобы мы могли противостоять Путину. Вместо того, чтобы внутренними делами заняться и вообще-то хотя бы уже, когда война пришла, что-то сделать по-настоящему полезное, для чего вообще-то в нормальных странах люди идут во власть. Я 10 лет последних в Украине занимался бизнесом, сейчас я уже бизнесом занимаюсь в Америке. Я утверждаю, я и сам такой, нескромно скажу, и знаю очень многих людей, которые благодаря вот таким мразям, не благодаря, а вопреки всему, что происходило в Украине, построили нормальный бизнес, зарабатывали деньги и создавали рабочие места. В Украине море талантливых бизнесменов, креативных, потому что в тех условиях, в которых мы делали бизнес, мы, не креативный не выживет просто. Понимаете? Мы могли этих дронов наклепать нереальное количество. Я вам сейчас больше того скажу. Я могу здесь из США сейчас в Украину отправить и купить все, что нужно. Опять же, госзаказ, там, через частные структуры, кто угодно, обратитесь, все можно организовать. Никому ничего не надо.
Почему? Потому что, конечно, я не буду ни в каких темах участвовать. Потому что мне Арахамия нахер не нужен. Я за километр к нему подходить не буду. А они хотят, чтобы к ним шли на поклон, и любая штука проходит только за откат. Война, не война, кому мать родная. Хочу вернуться к теме главной этого Гетманцева. Вроде бы как многие бизнесмены, и все сейчас просто ведется, можно сказать, уже информационная кампания против Гетманцева. Так же, как против Павелка, президента Федерации футбола Украины. Но когда я в мирное время говорил, что, ребята, как Зеленский может сжать руку Павелка, как он может с Бубкой про какие-то проведения Олимпиады рассказывать в Украине, с Павелка какие-то чемпионаты мира и Европы в Украине организовывать, это все сумасшествие. Это было сумасшествие. Потому что я знал, кто эти люди, на них клейма негде было ставить. Но никому нет дела. Не на часе, да он умный, он лучше знает, да куда ты против нашего президента. Да я не против президента, если бы президент бы делал нормальные вещи. Я бы сейчас и в политической миграции не находился. А бизнесмены плачут, потому что те, кто сейчас связаны с производством и используют коммерческие производственные там мощности, помещения, невозможно работать. Я тоже вам утверждаю и точно знаю, что украинские спецслужбы прекрасно, и любой человек, обладающий хоть какими-то аналитическими способностями, прекрасно понимал, что Путин именно зимой будет творить именно то, что он творит. И ожидалось, даже я ожидал даже большего. Страшно даже такое вслух произносить. Возможно, эта тварь приготовила, конечно, что-то еще, не дай бог. Они этого не знали. А теперь Шмыгаль объявляет, вот там какие-то мини-станции генераторные, я не сильно в этом разбираюсь, будут в Украине ставиться, чтобы как-то поддерживать. А где вы раньше были? А почему вы летом не готовились? А почему вы летом людям правду не сказали? А почему вы мужчинам не открыли, чтобы мужчины могли уехать, тем самым снизить энергопотребление внутри страны сейчас? И если бы вы по-доброму их выпустили, после этого всего многие бы вернулись. А пока зарабатывали бы бабки и сюда бы донатили, и поддерживали бы и армию, и все остальное. Нет. Потому что все спасают свои жопы сейчас. И чиновники, и то, что там сейчас Шуляк в очередной раз был скандал. А я еще из Киева про эту Шуляк рассказывал. Как ее муж и ее брат вывозили $1 200 000, по-моему, там уже в марте месяце, да, на Toyota Land Cruiser. А она сейчас приперлась к раненому, по-моему, без ног военному, отчитывать его и разборки устраивать по поводу поста в Фейсбуке. И не будем сейчас разбираться, кто прав, кто виноват. Там они сейчас все друг друга жрут, потому что внутри власти тоже есть кланы. А многие люди читают новости и за чистую монету. Информационную мивину на уши наматывают, и все за чистую монету. Я делаю, вообще полез в это все и делаю этот канал для того, чтобы просто уже рассказать правду и эту наивность попытаться с ней бороться. Потому что я, когда читаю комментарии людей, мне страшно представить, что в головах. Но большинство всегда ошибается, как правило, в мировой истории. Я в меньшинстве, и я буду в меньшинстве. Мы будем теми 20%, которые будут влиять на остальные 80%. И я кардинально настроен эту ситуацию проломить. И мы создадим здесь фонд очень-очень скоро, поверьте мне. Я вам анонсирую, что в конце недели будет, наверное, стрим этому во многом посвящен. Уже буду вам о деле рассказывать, больше конкретики вам дам, как это все планируется делать и для чего, понимаете? Мы этих всех чиновников должны побороть. Потому что у них вообще, вы запомните, у них нет никакой эмпатии, у них нет никакой совести. Это больные люди. Если сейчас ты внутри своей страны ничего не делаешь, не помогаешь бизнесу, ладно, не мешай уже этому бизнесу. Ты блокируешь ему НДС. Может, президент вообще не знает, что такое НДС и что такое налоговая накладная? Может, он этого не знает? И знаете, что самое страшное? Что ни один, кто блокирует эту НДС накладную, налоговик и все причастные, за это не ответит. А бизнесмен вложил свои деньги во время войны, остался, делает бизнес. И ему за это заблокировали НДС накладную, обездвижили предприятие. Человек годами занимался бизнесом, но сейчас государство вздумалось заблокировать ему НДС накладную. И все. И все. И нет бизнеса у человека. И никто за это не ответит. Но ты попробуй не заплати налоги. Ты попробуй нарушить где-то закон. Тебя государство вот так украинское переломает. Понимаете? А в моем случае только подай голос. Пошел вон отсюда. Хорошо, что ноги унес. Вот и все. Поэтому я оставлю ссылку на этот пост Влада Школьника из Фейсбука. Кто в Фейсбуке, сделайте репост, давайте поддержим, потому что я этого человека уважаю и знаю, что он точно человек дела. И давайте хотя бы помусолим власти глаза и информационную атаку совершим по этому поводу. Чтобы хотя бы этим Арахамиям не так спокойно жилось. Я сейчас вообще допускаю, что ему сейчас позвонят, что-то предложат. И не знаю, ли он согласится, но я не верю, что возможно в чистую с ними вести какие-то дела и какую-то игру. Даже при самых чистых мотивах. Вот и все, дорогие друзья.
Думайте, анализируйте, снимайте информационную мивину с ушей. До скорых встреч. На стриме в воскресенье вы мне очень нужны. Дай бог, будет более-менее спокойно. Пока.